Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, также платформы Trackers MP. Мы вернулись с новым выпуском нашей серии Saints Row. На этот раз вы присоединитесь к нашим коллегам Марку, Сэнди и Алексу Копытко, которые недавно отправились в командировку в США и Канаду. Основная цель их поездки была связана с работой, в частности со сканированием транспортных средств и записью аутичных звуков, чтобы сделать наши проекты еще более реалистичными. Однако, поскольку поездка уже привела их за границу, они решили задержаться и посетить особые мероприятия, выставку грузовиков Киллифорд Truck Show 2025 в Онтарио, Канада. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Это ежегодное мероприятие, хорошо известно среди любителей грузоперевозок, благодаря впечатляющему набору кастомных и классических грузовиков, дружелюбной атмосфере и увеличенному сообществу. Марк и Сэнда смогли пройти среди поистине выдающихся машин и проникнуться уникальным духом выставки, общаясь с людьми, которые разделяют их любовь к грузовикам и их культуре грузоперевозок. Во время мероприятия Марк также имел удовольствие пообщаться с Крисом Холлом, одним из главных координаторов выставки классических грузовиков в Калифорнии. В ходе беседы Крис рассказал об истории выставки, о том, как она развивалась с годами, и о том, что делает это мероприятие таким уникальным. Всегда приятно услышать из первых уст о том, сколько усилий и энтузиазма требуется для организации такого мероприятия силами сообщества. Что делает этот выпуск еще более захватывающим, так это то, что сколько знаковых лиц встретилось в нашей команде во время шоу. Одни пообщались с Мартом, давним участником сообщества моддером и внешним тестировщиком SourceWare, а также с Кайлом, в который раньше работал с Марком и Дэйном Энхаруном, которого некоторые из вас, возможно, помнят по нашим предыдущим встречам несколько лет назад. Всегда приятно видеть, насколько сплоченным и дружным является сообщество дальнобойщиков. Мы хотели бы выразить огромную благодарность организаторам выставки грузовиков в Калифорнии за теплый прием, всем, кто нашел время поделиться с нами своими историями, и всем запечатленными людьми, которых мы встретились на своем пути. Мы рады сообщить, что в третий раз проведем мероприятие Соцфайн День 14 ноября 2025 года. Мы пригласим избранного фаната из нашего лучшего сообщества на незабываемый совместный день в наших офисах в Праге, Чехия. Заинтересовались? Читайте дальше, чтобы узнать, что вас ждет, как подать заявку, какие условия. Во время нашего предыдущего мероприятия Соцфайн День, который состоялся 28 марта 2025 года, 20 увеличенных фанатов из нашего лучшего сообщества на свете посетили нашу студию. Во время визита они прошли подробную экскурсию по нашему зданию, увидели, как мы ведем разработку, и даже получили возможность взглянуть на еще не выпущенный контент. Они также попрактиковались в использовании нашего 4D симулятора движений, заглянув в нашу студию для прямых трансляций и пообщались с нашим генеральным директором Павлом Шебором и за чашечкой горячего напитка с закусками. Кроме того, наши гости не ушли с пустыми руками. Каждый из них получил специальный подарочный пакет с официальной атрибутикой на память о визите. Мы гордимся тем, что всем понравилось и все отлично провели время. Вся группа состояла из любителей виртуальных грузоперевозок, и некоторые из них передали очень долгий путь, чтобы проехать к нам, за то, что мы им признательны. Вы можете посмотреть краткий видеообзор их визита к нам здесь. Ссылочка на данный видеоролик расположена в правом верхнем углу экрана. Хотите принять участие в нашем следующем Файн-день? Если вы не участвовали в первом или втором Файн-дне SourceWare, вы можете подать заявление на участие в предстоящем мероприятии, заполнив простую форму, которая будет доступна до 14 октября. Это поможет нам привлечь больше фанатов из всех оставшихся SourceWare, лично выберет 20 участников сообщества, и мы оставляем за тобой право сделать окончательный выбор. Прежде чем подавать заявку, пожалуйста, обратите внимание на сколько важных деталей. К сожалению, SourceWare не может покрыть ваши расходы на проезд или проживание, поэтому обратные участники должны будут самостоятельно организовать и оплатить эти расходы. Кроме того, дата мероприятия фиксирована и не может быть изменена. Если вы будете выбраны, вам нужно будет приехать в наш офис в Праге 14 ноября 2025 года.
Если вы воодушевлены и согласны с условиями, упомянутым выше, мы будем рады, если вы подадите заявку. Мы рекомендуем вам представить как можно больше информации о себе, возможно, даже добавить фотографию или короткое видео, в котором вы расскажете о себе и о своей любви к нашим играм. Чем больше мы о вас знаем, тем выше ваши шансы быть выбранными. Не забывайте регулярно проверять свою электронную почту, так как мы будем использовать ее, чтобы связаться с вами и сообщить дополнительную информацию, если вы будете выбраны. Вы можете подать заявку до 14 октября 23:59 по центральноевропейскому времени. Нам не терпится выбрать 20 счастливчиков, встретиться с нами лично и провести незабываемый день вместе в наших офисах. Так что не ждите дополнительную форму прямо сейчас, а пока следите за последними новостями в наших социальных сетях: Facebook, Instagram, TikTok, Galaxy и YouTube. Удачи, и мы надеемся вскоре с вами встретиться. Путешествуя по American Truck Simulator, вы увидите все от крупных промышленных центров до тихих сельских поселений. Сегодня мы расскажем о некоторых уникальных городах и небольших поселениях, которые вы сможете увидеть и через которые сможете проехать в рамках нашего грядущего дополнения Луизианы. Отправимся в путь. Ферредей расположен недалеко от реки Миссисипи, позволяя взглянуть на жизнь маленького городка в Луизиане. Ферредей исторически известен своими сельскохозяйственными традициями, отличается более спокойным ритмом жизни по сравнению с крупными городами штата. Одной из его самых узнаваемых достопримечательностей является первая баптистская церковь, которая долгое время была центром общей Ферредей и с его сельской местностью и близостью к дорожным сетям станет отличным местом для остановки в вашем путешествии. Если двигаться на север, то Растон часто называют центром образования и местной культуры. Здесь находится технологический университет Луизианы, благодаря которому в городе, несмотря на его скромные размеры, царит оживленная атмосфера. Водители грузовиков также заметят окружающий город сельскохозяйственные угодья и предприятия, зависшиеся от стабильного транспортного сообщения. По пути вы можете проехать мимо таких примечательных достопримечательностей, как общественная церковь, бридж и одни из исторических банков города. Нью-Иберия, один из самых известных городов на юге Луизианы, имеет богатую историю и самобытный характер. Это поселение расположено недалеко от побережья Мексиканского залива, окруженное полями сахарного тростника и водными путями, что делает его важной частью сельскохозяйственной и судоходной отрасли региона. Водители также могут увидеть пожарную станцию Нью-Иберии, общественную достопримечательность, которая служит жителям города с 1991 года. Бастроп. Двигаясь дальше на север, вы окажетесь в Бастропе, населенный пункт, экономика которого основана на лесном хозяйстве и сельскохозяйстве. Этот регион недавно связан с производством бумаги и изделий из дерева, и игроки наверняка заметили влияние промышленности, проезжая мимо через него. Здесь есть такие достопримечательности, как здание окружного суда Морхауса, местный банк и общественная поликлиника. Бастроп меньше некоторых крупных городов Луизианы, но у него есть свой характер. Абвейль известен как ворота в прибрежные водные болотные угодья Луизианы. Полон очарованием южного колорита. Водителям увидят, что город окружен плодородными сельскохозяйственными угодьями и водными путями, а центр города отражает его каджурскую корни. Среди их достопримечательностей здание окружного суда Вермильон, первая баптистская церковь, исторический дом Колдуэлла и методистская церковь. Все они отражают культурные и архитектурные наследие города. Близость к побережью и развитие сельскохозяйства делает его примечательным местом. Терпится отправиться в путь по Луизиане, обязательно добавьте штат Пеликан в свой список желаемых гостей уже сегодня. Не пропустите все последние новости в наших будущих дополнениях и проектах. Подпишитесь на нас в официальных социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, Galaxy и TikTok. Или подпишитесь на нашу рассылку. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на Луизиану будет располагаться в описании данного видеоролика. У нас хорошие новости для всех американских дальнобойщиков. Вышло обновление 1.56 для American Truck Simulator. Давайте посмотрим, что вас ждет. Прежде чем мы расскажем вам об всех новых функциях, которые появились в игре с этим обновлением, мы хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в открытом бета-тестировании и сообщил о проблемах на нашем форуме. Это очень помогло нам доработать обновление и подготовить его к полноценному релизу. Ссылочка на данный видеоролик будет располагаться в правом верхнем углу экрана.
Это техника, которая используется для создания более реалистичных и визуально привлекательных переходов между различными типами рельефа или поверхностей, таким как трава, земля или камень. Для определения того, как различные текстуры сочетания друг с другом, используются текстуры карты высот, изображенных в оттенках серого, которые показывает высоту поверхности. Например, там, где проросший травной холм переходит в скалистый утес, эффект наложения на высоты обеспечивает естественное смешение текстур в зависимости от высоты и уклона местности, позволяя избежать резких или неестественных переходов. Для дизайнеров карт это избавляет от необходимости добавлять множество наклеек, которые раньше требовались для достижения правдоподобного вида, что экономит время и силы. Наша команда конвертировала, доработала и визуально проверила более 1300 материалов из нашей библиотеки, чтобы обеспечить их беспроблемную интеграцию. В ходе тестирования мы не заметили существенного влияния на производительность. Использование памяти увеличилось незначительно из-за добавления новой текстуры. Мы расширили функцию динамических погрузки и разгрузки, чтобы она охватывала больше типов грузов. Водители, использующие собственный прицеп для перевозок лесоматериалов или металлолома, теперь могут наблюдать за тем, как погрузочная и разгрузочная машина динамически управляет их грузом на выбранных складах по всей территории США. В эту функцию теперь включены грузы для перевозки лесоматериалов, большие трубы, бревна и опоры ЛЭП, а также металлолом для перевозки металлолома, чтобы сделать процесс вложения грузовика более реалистичным. Обновление 1.56 также добавляет небольшую, но полезную функцию для людей с ограниченными возможностями. Теперь игроки могут выбрать, будет ли функция масштабирования в салоне активироваться при удержании клавиш по умолчанию, или ее можно будет переключать. Эта опция не только повышает удобство, но и улучшает доступность, предлагая всем игрокам более комфортный способ рассмотреть детали внутри кабины, в зеркалах и вокруг грузовика. Игроки могут найти эту функцию в разделе «Параметры», «Игровой процесс» и «Параметр доступности». Мы также предоставляем совершенно новый дизайнер браузера DLC. Этот редизайн призван упростить поиск дополнительного контента для вашей игры и сделать его более приятным. В обновленном браузере улучшение системы категорий появились четкие разделы, такие как избранное, наборы, карта, груз, прицеп, аксессуары и покраска. Основной макет был полностью переработан, количество элементов, отображаемых в строке, увеличено с 3 до 4, что делает интерфейс более лаконичным и современным. Браузер DLC это не только начало, у него есть потенциал для дальнейшего развития. Хотя для того, чтобы понять, как далеко мы можем зайти, потребуется время и дальнейшая разработка. Наша цель — дать игрокам возможность изучить и наслаждаться всем нашим DLC, не выходя из игры. Мы планируем продолжать собирать отзывы, и в будущем эта функция может претерпеть некоторые изменения. Мы значительно обновили систему карьера. В том числе изменили дизайн пользовательского интерфейса и улучшили навигацию. Старый список карьеров в виде таблицы был заменен на более крупные карточные, которые выглядят чище и современнее. Ваша активная карьера всегда будет отображаться вверху, а остальные карьеры будут сортированы по времени приведения в них. Первая карточка предназначена для начала новой карьеры, а переключаться между карьерами стало быстрее. Просто дважды щелкните по карточке, чтобы сразу перейти к ней. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным игроком, процесс создания карьеры был переработан, чтобы стать более простым и непонятным. Теперь он сосредоточен только на самых важных опциях и выборе, необходимых для начала новой карьеры. Между выбором штаб-квартиры и вступительным роликом был добавлен новый экран выбора грузовика. Здесь вы можете просмотреть все доступные грузовики и режим вращающего 3D изображения, который вращается автоматически или может вращаться его самостоятельно. Вы сможете переключаться между брендами, моделями или даже нажать кнопку «Случайный выбор», чтобы игра вас удивила. Мы надеемся, что этот новый экран выбора позволит как новичкам, так и опытным игрокам подробнее изучить каждый грузовик и его основные характеристики. Мы также обновили экран редактирования карьеры, на котором теперь отображаются только те сведения, которые действительно важны для вашей карьеры. Многие старые поля были перенесены в другие разделы, что сделало процесс редактирования простым и понятным. Для большего удобства при нажатии на раздел карьеры в верхней панели рабочего стола теперь открывается новый экран сведения водителя, где вы можете просмотреть всю важную информацию о своей карьере и даже изменить аватарку, не возвращаясь на главный экран. Это переработанный подход не только
упрощать навигацию по карьерному пути, но и делать весь процесс более понятным и современным. Независимо от того, начинаете ли вы свой путь в сфере грузоперевозок или управляете несколькими карьерами, мы надеемся, что это обновление сделает управление карьерой более простым и доступным. По мере получения обработанной связи эта функция может быть усовершенствована. На вкладке компании в разделе «Рабочий стол» на экранах водитель, прицеп, грузовик и управляющий гаражом теперь отображаются обновленные подэкран компании. На обновленном подэкране компании отображаются название и логотип компании, а также ключевые статистики обновленных, график прибыли за 7 дней и информацию о наиболее прибыльных активах. Кроме того, появилось всплывающее окно с кратким обзором экономики для быстрого анализа эффективности и возможность редактирования названия и логотипа компании. Мы также улучшили качество жизни на экране перемещений. Если и водитель, и грузовик могут быть размещены в одном и том же месте в гараже, то с помощью флажка их можно переместить вместе за один шаг, чтобы повысить доступность функции менеджера гаража и менеджера водителей. Теперь доступен с самого начала игры, а не только после покупки грузовика. Наконец-то мы доработали под экран менеджер водителей, сделав его более понятным. Теперь в нем есть новая шкала опыта, которая позволяет игрокам отслеживать прогресс своих водителей NPC, а также упрощенную информацию о работах и навыках, где можно указать предпочтительную политику обучения для новых водителей. Мы планируем продолжать собирать отзывы, поэтому в будущем эта функция может быть доработана. Следите за обновлением American Truck Simulator, подпишитесь на нас в Twitter, Instagram, Facebook, Black Sea и TikTok, или подпишитесь на нашу рассылку. А пока мы желаем вам безопасных путешествий. В прошлое воскресенье завершилось мероприятие Cruise World of Trucks, которое длилось более 2 месяцев в честь выхода дополнения Iowa для American Truck Simulator. Сегодня пришло время подвести итоги и поделиться с вами окончательными результатами. Прежде всего, мы хотели бы выразить огромную благодарность всем участникам нашего лучшего сообщества, которое присоединилось к Cruise Iowa, а также преданную своему делу команде, которая помогла воплотить это мероприятие в жизнь. Стараясь поддержка и энтузиазм нашего сообщества всегда делают это мероприятие по-настоящему особенным. Вначале мы поставили перед вами 2 цели. Задача сообщества состояла в том, чтобы вместе проехать 125 миллионов миль, 201 миллион 168 тысяч километров, перевозя грузы в любой город штата Хоукай или из него. Благодаря вашим невероятным усилиям эта веха была пройдена к концу августа, задолго до завершения мероприятия. В итоге вы вместе преодолели впечатляющие 138 миллионов 480 тысяч 798 миль, 222 миллиона 863 тысячи 241 километр. Личная цель заключается в том, чтобы доставить груз в 12 разных городов штата Айова или из них. При этом каждая доставка должна была охватывать не менее 100 миль, 161 километр. В общей сложности вы выполнили 433 189 доставок, а 27 962 переданных своему дальнобойщику успешно достигли своей личной цели. Поздравляем всех, кто получил особенную награду краска Goldfinch ATS и подвесное украшение, которое можно добавить в инвентарь Steam. Даже если вам не удалось завершить мероприятие, мы надеемся, что вам понравилось исследовать Айову и участвовать в этом путешествии. Как всегда, дело не только в пункте назначения, но и в пройденных дорогах и полученных впечатлениях. Не забудьте подписаться на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Black Sea и YouTube, чтобы быть в курсе последних новостей о предстоящих событиях и других новостях из наших игр. Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе, а пока продолжим в том же духе. Ссылочка на ее будет расположена в описании данного видеоролика. У нас отличные новости для всех европейских дальнобойщиков. Вышло обновление 1.56 для Euro Truck Simulator 2. Давайте посмотрим, что ждет вас на дорогах в Европе. Прежде чем мы расскажем вам об всех новых функциях, которые появились в игре с этим обновлением, мы хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в открытом бета-тестировании и сообщил о проблемах на наших форуме. Это очень помогло нам доработать обновление и подготовить его к полноценному релизу. Ссылочка на данный видеоролик будет расположена в правом верхнем углу экрана. Это техники, которые используются для создания более реалистичных и визуально привлекательных переходов между различными темами рельефа или поверхности, такими как трава, земля или камень. Для определения того, как различные текстуры сочетаются друг с другом, используются текстуры карт высот изображений в оттенках серого, которые показывают высоту поверхности.
Например, там, где поросший травяной холм переходит в скалистый утес. Эффект наложения высот обеспечивает естественное смешивание текстуры в зависимости от высоты и уклона местности, позволяя избежать резких или неестественных переходов. Для дизайнеров карт это избавляет от необходимости добавлять множество наклеек, которые раньше требовалось для достижения подобного вида, что экономит время и силы. Наша команда конвертировала, доработала и визуально проверила более 1300 материалов из нашей библиотеки, чтобы обеспечить их бесперебойную интеграцию. В ходе тестирования мы не заметили существенного влияния на производительность. Использование памяти увеличилось незначительно из-за добавления новой текстуры. С этим обновлением набор для тюнинга также получил незначительные изменения и дополнения. Наша команда усердно работала над обновлением этого популярного DLC, добавляя новые функции и выполняя многие пожелания сообщества. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ждет. Дополнительная отделка. Хром. Возможность по краске. Теперь можно выбрать любой цвет по вашему вкусу. Матовая краска. Также доступна полная палитра цветов. Решетки и световые полосы. В религингах появились новые светодиодные и несветодиодные версии. Передние световые панели теперь будут доступны на светодиодном и несветодиодном и даже стробокатическом вариантах. Нижние решетки также были обновлены, появятся варианты со слотами, а также светодиодная версия. Мы также представляем вам два совершенно новых варианта окраски. Все эти нововведения дадут вам больше свободы в подборе или не подборе деталей для тюнинга в соответствии с цветовым гаммой и общим видом вашего грузовика. С момента выхода в ETS 2 было добавлено несколько новых грузовиков. В этом обновлении мы добавили полосы для всех транспортных средств, которые не было в игре на момент выхода DLC. Мы также рады сообщить, что больше вспомогательные фары будут улучшены, а это обновление будут доступны всем в рамках основной игры. Мы искренне ценим вашу страсть к кастомизации и рады вместе внесете улучшения в игру. Нам не терпится увидеть, как вы настроите свой грузовик с помощью. Прочитайте полный текст в специальном блоге об обновлении здесь. Ссылочки на данное DLC будут расположены в описании данного видеоролика. Захватывающая новость. В грядущем обновлении 1.56 мы добавили новые грузы от компании CZ Loco, известного производителя локомотивов, как в базовую игру Euro Truck Simulator 2, так и в дополнение Special Transport, который позволил игрокам перевозить один из самых тяжелых грузов, когда-либо появляющихся в игре. В базовой игре мы добавили локомотив MUF 75 и FS Panther 300. Хотя это не самые большие и тяжелые машины, с которыми вы столкнетесь, но стоит их недооценивать. Убедитесь, что ваш грузовик хорошо подготовлен к перевозке груза. Вес MUF 75 превышает 14 тонн, а вес FS Panther 300 составляет внушительные 36 тонн. В нашем дополнении Special Transport появился настоящий тяжеловес FS Panther 1000, массивный локомотив по производству CZ Loco. Водители грузовика будут перевозить этого гиганта на низкорамном прицепе. Насколько он большой, общая высота, включая прицеп, достигает впечатляющих 5,3 метра, длина 16 метров, а ширина 3,1 метр. Чтобы пройти повороты на буксире, потребуются точность и стальные нервы. Для этой работы вашему грузовику потребуется мощный двигатель. Один только локомотив весит 800 тонн, плюс еще 10 тонн на прицепе, это 90 тонн, чистого испытания, которое тащится за вами. Вы сможете доставить по 3 маршрутам из Берлина в Шецен, из Касселя в Гамбург и из Бремена в Травеминдю. Каждую поездку будут сопровождать 2 автомобиля сопровождения, которые помогают обеспечить безопасность от места отправления до места доставки. Тем не менее, только от вас зависит, удастся ли избежать каких-либо происшествий и сохранить этот потрясающий локомотив без единой царапины. Хотите узнать больше от CZ Loco в Euro Truck Simulator 2? Прочитайте наш специальный блог здесь. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика.
Мы рады представить вам захватывающее дополнение к набору прицепов Carcabull для Eurotrack Simulator 2. Наше сотрудничество Carcabull продолжается в этом обновлении представлены новые типы прицепов и функций, которые расширяют ваши возможности в сфере грузоперевозок. Изменение этого обновления является конфигурация. Она включает в себя два прицепа, соединенных подкатной тележкой. Теперь становится вторым брендом Eurotrack Simulator 2, предлагающим 32-метровую конфигурацию. В этом обновлении также появилось шасси, оснащенное управляемой осью, которое обеспечивает большую маневренность в ограниченном пространстве. Хотя эта функция в первую очередь предназначена для передвижения по городу в Eurotrack Simulator 2, вы можете использовать ее где угодно. В дополнение к этим конфигурациям прицепам мы также представляем новые варианты освещения для прицепов. В этих фонарях город красуется логотип Carcabull, что придает вашим установке дополнительную аутентичность. Подробнее об обновлении читайте в нашем специальном посте в блоге здесь. Ссылочка на данное дополнение будет расположена в описании данного видеоролика. Обновление 1.56 также добавляет небольшую, но полезную функцию для людей с ограниченными возможностями. Теперь игроки могут выбрать, будет ли функция масштабирования в салоне активироваться при удержании клавиш по умолчанию, или ее можно будет переключать. Эта опция не только повышает удобство, но и улучшает доступность, предлагая всем игрокам более комфортный способ рассмотреть детали внутри кабины, в зеркалах и вокруг грузовика. Игроки могут найти эту функцию в разделе «Параметры», «Игровой процесс» и параметр доступность. Мы также представляем совершенно новый дизайнер браузера DLC. Этот редизайн призван упростить поиск дополнительного контента для вашей игры и сделать его более приятным. В обновленном браузере улучшенной системы категории появились четкие разделы, такие как избранные, наборы, карта, груз, прицеп, аксессуары и покраска. Основной макет был полностью переработан, по количеству элементов, отображаемых в строке, увеличен с 3 до 4, что делает интерфейс более лаконичным и современным. Браузер, загружающий дополнение, это не только начало, и у него есть потенциал для дальнейшего развития. Хотя для того, чтобы понять, как далеко мы можем зайти, потребуется время дальнейшей разработки. Наша цель — дать игрокам возможность изучать и использовать все наши загружаемые дополнения, не выходя из игры. Мы планируем продолжать собирать отзывы, и в будущем эта функция может быть скорректирована. Мы значительно обновили систему карьер, в том числе изменили дизайн пользовательского интерфейса и улучшили навигацию. Старый список карьеров в виде таблицы был заменен на более крупные карточные, которые выглядят чище и современнее. Ваши активные карьеры всегда будут отображаться вверху, а остальные карьеры будут отсортированы по времени, приведенному в них. Первая карточка предназначена для начала новой карьеры, а переключаться между карьерами стало быстрее. Просто дважды щелкните по карточкам, чтобы сразу перейти к ней. Независимо от того, являетесь ли вы новичками или опытным игроком, процесс создания карьеры был переработан, чтобы стать более простым и понятным. Теперь он сосредоточен только на самых важных опциях и выборе необходимых для начала новой карьеры. Между выбором штаб-квартиры и вступительным роликом был добавлен новый экран выбора грузовика. Здесь вы можете просмотреть все доступные грузовики в режиме вращающегося 3D изображения, которые вращаются автоматически или может вращаться его самостоятельно. Вы сможете переключаться между брендами, моделями или даже нажать кнопку «Случайный выбор», чтобы игра вас удивила. Мы надеемся, что этот новый экран выбора позволит как новичкам, так и опытным игрокам подробнее изучить каждый грузовик и его основные характеристики. Мы также обновили экран редактированной карьеры, на котором теперь отображаются только те сведения, которые действительно важны для вашей карьеры. Многие старые поля были перенесены в другие разделы, что сделало процесс редактирование простым и понятным. Для большего удобства при нажатии на раздел «Карьера» в верхней панели рабочего стола теперь открывается новый экран сведения проводителя, где вы можете просмотреть всю важную информацию о своей карьере и даже изменить аватарку, не возвращаясь на главный экран. Этот переработанный подход не только упрощает навигацию по карьерному пути, но и делает весь процесс более понятным и современным. Независимо от того, начинаете ли вы свой путь в сфере грузоперевозок или управляете несколькими карьерами, мы надеемся, что этот обновление сделает управление карьерой более простым и доступным. По мере получения обратной связи эта функция может быть усовершенствована. На вкладке компании в разделе «Рабочий стол» на экранах «Водитель», «Прицеп», «Грузовик»
и управляющие гаражом теперь отображаются обновленный подэкран компании. На обновленном подэкране компании отображаются название и логотип компании, а также ключевая статистика обновленных график и прибыль за 7 дней и информация о наиболее прибыльных активах. Кроме того, появилось всплывающее окно с кратким обзором экономики для быстрого анализа эффективности и возможность редактирования названия и логотипа компании. Мы также улучшили качество жизни на экране перемещения. Если водитель и этот грузовик могут быть размещены в одном и том же месте в гараже, то с помощью флажка их можно переместить вместе за один шаг. Чтобы повысить доступность функций, менеджер гаража и менеджер водителей теперь доступны с самого начала игры, а не только после покупки грузовика. Наконец-то мы доработали подэкран менеджера водителей, сделав его более понятным. Теперь в нем есть новая шкала опыт, которая позволяет игрокам отслеживать прогресс своих водителей NPC, а также упрощенную информацию о работе и навыках, где можно указать предпочтительную политику обучения для новых водителей. Мы планируем продолжать собирать отзывы, поэтому в будущем эта функция может быть доработана. Следите за новостями в Евротрак Simulator 2, да, подпишитесь на нас в Twitter, Instagram, Facebook, Black Sea и TikTok, или подпишитесь на нашу рассылку. А пока мы желаем вам безопасных путешествий и как всегда удачи на дорогах. Сегодня мы рады предоставить вам один из ключевых городов, который появится в нашем грядущем дополнении Иллинойс для American Truck Simulator. Молин. Расположен на берегу могучей реки Миссисипи. Это место, где сочетаются промышленность, история и живописные пейзажи. Давайте посмотрим, что происходит в Молине. Молин основан в середине 1080-х годов. Быстро рос благодаря своему расположению на берегу реки, который заслужил как транспортной артерией, так и источником энергии для первых производств. Со времен город стал важной частью региона Коут Ситис. Сегодня это оживленный город, в котором история сочетается с современной ролью, которую он играет на Среднем Западе. Как известно, некоторым в Молине находится один из крупнейших в мире предприятий по производству сельскохозяйственной техники, который сыграл ключевую роль в развитии города. В игре это представлено складом комбайнов, крупным центром, где игроки могут получить и доставлять заказы, связанные с сельскохозяйственной техникой. Благодаря присутствию компании в регионе появилось множество заводов и предприятий, что сделало это замечательной важной частью экономики города и ее игровым воплощением. В Молине также есть несколько достопримечательностей, которые придают городу особый колорит. Одной из них Бридж Пойнт 485, изначально построенный как испытательный полигон для компании Monterey Elevator. Ее характерная башня когда-то использовалась для испытаний высокоскоростных лифтов, и она до сих пор узнаваема на городской набережной. Водители также смогут увидеть кампус университета Западного Иллинойса в Коут-Ситис, который занимает бывший технологический центр, расположен прямо вдоль небольшой дороги, идущей параллельно реке Миссисипи, и, что неудивительно, называемый Ривер Драйв. Если говорить о реках, то мы также включили в игру участок Great River Road, официально признанный всеамериканской дорогой за его культурное живописное значение. Включение этого маршрута в игру позволило нам показать важную роль страны, дорогу, которая проходит вдоль реки Миссисипи и имеет уникальные особенности и историю. С точки зрения культуры и истории в нашем воссоздании Молине вы также найдете две примечательных церкви. Одна из них – бывший собор шотландского обряда. Для переоборудования вместо театра это отражает меняющуюся идентичность города и использование его исторической архитектуры сообществом. Добавляйте в Молине в игру было похоже на решение интересной головоломки, рассказывает Квентин, один из наших дизайнеров карт. Поскольку Дэвинпорт, штат Айова, находится прямо через реку, нам нужно было тщательно продумать масштаб и адаптировать город так, чтобы они были связаны, но при этом отличались друг от друга. Мы сосредоточились на том, чтобы делать Молин особенным, его промышленность, наследие, прибрежный характер и узнаваемых достопримечательностях, не создавая при этом конфликтов и не перегружая территорию. Мы надеемся, что вам понравится этот рассказ о Молине и о том, что вы можете увидеть во время своих будущих поездок в штат Прерии. Если вам понравилось то, что вы видите, то не забудьте добавить
добавить Иллинойс в свой список желаемых гостей. До новых встреч, продолжайте в том же духе. Ссылочка на данное DLC будет расположена в описании данного видеоролика. Мы невероятно рады поделиться с вами очередной новостью о нашей работе над проектом Conscious, да Евротрак Simulator 2. В нашем предыдущем блоге мы рассказали о широком обзоре этого проекта. Сегодня мы хотели бы рассказать об одном из первых транспортных средств, над которым мы работаем для этого дополнения. Scania Touring. Scania Touring – это междугородний автобус, созданный для обеспечения комфорта, безопасности и эффективности, впервые предоставленный в 2009 году. Он стал популярным среди перевозчиков по всей Европе и за ее пределами. В зависимости от конфигурации, эта модель может перевозить до 50 пассажиров, что делает его надежным спутником в длительных поездках. Известный своим элегантным современным дизайном и хорошей репутацией в этой отрасли, продолжать традицию Scania по производству высококачественных и надежных транспортных средств для пассажирских перевозок. Наша команда усердно работает над созданием этого автобуса в игре. Мы предлагаем все усилия, чтобы Scania Touring был воплощен в жизнь по максимальным вниманием к деталям, начиная с его характерного внешнего вида и заканчивая тщательно продуманным интерьером. Как всегда, этот процесс предлагает тесное сотрудничество между художниками, дизайнерами и программистами, которые работают вместе, чтобы создать модель, соответствующую нашим стандартам качества. Конечно, работа продолжается, и то, что вы видите здесь сегодня, это еще не завершенная версия. Мы рады возможности поделиться с вами этими ранними предварительными версиями и дать вам представление о том, что вас ждет. Это всегда лишь один из нескольких тренеров, которые в конечном итоге станут частью Conscious DLC, и нам не терпится показать вам больше в будущем, поскольку разработка продолжается. И мы надеемся, что вы так же, как и мы, с нетерпением ждете выхода DLC Conscious, разработки которого продолжается. Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, Blacksea и TikTok. Или подпишитесь на нашу рассылку, если вы с нетерпением ждете возможности отправиться в путь на стольном автомобиле. И не забудьте добавить DLC Conscious в список желаемых гостей. Ссылочка на данное DLC будет находиться в описании данного видеоролика. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что ж, дорогие друзья, переходим на платформу Trackers MP. Первый конвой, о котором я вам сегодня расскажу, называется конвой Prime Logistic номер 247. Добро пожаловать в наш конвой. Благодаря нашей команде СС мы обеспечим вам высококачественную доставку и надеемся, что вам понравится поездка. По оценкам, колонна будет в пути 60 минут, а ее протяженность составляет 981 километр, 610 миль. Время встречи 17:00 по Гринвичу, 18:00 по восточному времени. Время отправления 18:00 по Гринвичу, 19:00 по восточному времени. Место отправления Гавр, Слотс. Общественный порт Дю Контенюр. Пункт назначения Мец. Триет. DLC. Да здравствуй, Франция. Экспресс Золотой Феникс номер 132. Golden Phoenix Express. Это активная, дружелюбная и профессиональная семья ВТС, исследующая дороги ETS-2 и ATS. Мы фокусируемся на том, чтобы быть активным в сообществе Trackers MP, посещаем множество общественных мероприятий каждую неделю, а также устраиваем наши собственные популярные еженедельные автоколонны. Присоединяйтесь к нашему следующему еженедельному автопробегу. Погрузитесь в этот захватывающий опыт, когда мы будем исследовать живописные города, отправимся с проторенной дороги навстречу неизведанным приключениям и прокатимся по шоссе навстречу закату. Ознакомьтесь с остальной частью этой страницы, чтобы получить всю необходимую информацию. Мы скоро увидимся с вами. Ghost Express был основан 10 июня 2020 года и возрожден 10 июня 2023 года.
Призрачный экспресс с целью создания сообщества, в котором многие люди могли бы чувствовать себя как дома. Прошло больше года, и эта цель была достигнута. С каждым днем мы работаем все больше и добиваемся всего большего прогресса, чтобы продолжать улучшать то, что доступно более чем 100 участникам. Мы работаем вместе с нашими сотрудниками и участниками, чтобы гарантировать, что качество нашей продукции соответствует ожиданиям всех участников. Ghost Express начинает с наших собственных модификаций, мини-игр, событий и много другого. С учетом всего вышесказанного, добро пожаловать в сентябрьское издание. Мы надеемся, что вам понравится путешествие с нами. Место отправления: Стамбул, Турция. Конечная точка: Галец, Румыния. Время встречи: 17:00 по Гринвичу. Время отправления: 18:00 по Гринвичу. В пути общественный конвой номер 18. Добро пожаловать в публичный конвой. На этот раз мы исследуем карту дорог к Черному морю. Бухарест, расположен на юге Румынии, является столицей и коммерческим центром страны. Его визитной карточкой является массивное правительственное здание Палац Парламентului, построенное в коммунистическую эпоху, в котором 1100 комнат. Ориентировочная продолжительность такого конвоя 55 минут, чуть дольше, если вы едете в хвосте. Перерывов не запланировано. По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нам в Discord. Мы будем ждать вашего прибытия. До встречи в пути. Ознакомьтесь со всеми подробностями о конвое ниже. Добро пожаловать в Нюмбис конвой номер 17. Наша последняя экспедиция прошла успешно. Теперь прошло время повторить ее. У этого конвоя будет головной и замыкающий автомобили, без систем контроля доступа. Поэтому, пожалуйста, проложите маршрут до отъезда. Дата: 25 сентября 2025 года. Время встречи: в 17:30 по Гринвичу. Время отправления: 18:00 по Гринвичу. Место старта: Камалупус Эдди. Пункт назначения: Омак, Солнечные поля. Требуется DLC, промоция Канада. Конвой отправляется ежемесячно, сентябрь. Сентябрьский ежемесячный конвой. Это мероприятие наполнено энергией, общением и прекрасной возможностью применить на практике наше мастерство вождения. Пришло время объединиться в команду, разделить страсть к логистике и вместе путешествовать по маршрутам, полным приключений. Будьте готовы проявить свой лучший настрой, свой самый совершенный грузовик и положительную энергию, которая характеризует нас. Давайте сделаем этот конвой самым большим и захватывающим на сегодняшний день. Дата: 26 сентября 2025 года. Время встречи: 21:00. Время отправления: 22:00. Начало: Франкфурт на Майне. Пункт назначения: Берна. DLC не требуется. Ежемесячный конвой ТСР в сентябре. В ТСР и Event Teams мы не просто сообщество, мы семья, увлеченная автоколоннами, в организации командной работы, в вселенной Trackers MP. С момента своего основания мы стремимся создавать незабываемые события, способствуем сотрудничеству между виртуальными мирами и предлагая безопасное и увлекательное пространство для всех любителей симуляторов. Мы организуем публичные мероприятия, тематические события, международное сотрудничество и многое другое. Наша цель просто: объединить сообщество, подчеркнуть разнообразие, сделать каждую милю уникальной. Если вы ищете хорошо организованные автоколонны, позитивную атмосферу и преданную своему делу команду, то ТСР — это то, что вам нужно. В команде организаторов ТСР мы верим в том, как ваш каждый месяц собираться вместе, чтобы разделить нашу страсть к грузовикам, дорогам и сообществу. Именно поэтому мы создали ежемесячный автопробег ТСР. Наше официальное ежемесячное мероприятие, на котором водители со всего мира собираются вместе, чтобы весело и дружелюбно провести время. Каждая поездка — это возможность укрепить связи, познакомиться с новыми участниками ВТС и пережить уникальные моменты в дороге. Благодаря тщательно подобранным маршрутам, тематическому оформлению и специальной команде координаторов мы стремимся сделать каждую поездку особенным и запоминающейся. Ежемесячный автопробег ТСР — это не просто мероприятие, это суть нашего сообщества. Место встречи для всех, кто разделяет нашу страсть к симуляторам и команде работе. Дата: суббота, 27 сентября 2025 года. Время встречи: час. Время отправления: 2 часа. Место отправления: Амстердам. Пункт назначения: Киль.
Важное событие номер 1. Сентябрь 2025. Мы рады сообщить, что 27 сентября 2025 года в Евротрак Simulator 2 состоится наш первый публичный автопробег. Это очень важное событие для нас, и мы будем рады, если ваш виртуальный грузовик присоединится к нам в этом незабываемом путешествии. Маршрут пролегает от Санкт-Петербурга до Вентспилса и включает в себя 932 километра живописных дорог, приятную атмосферу, комфортное путешествие на грузовике. Пожалуйста, знакомьтесь с подробной информацией о мероприятии ниже. Если у вас возникнут вопросы, наши специалисты по организации мероприятий и поддержке всегда готовы помочь. Дата: 27 сентября 2025 года. Время отправления 17:00, 19:00 по центральному европейскому времени. Время отправления 18:00, 20:00 по центральному европейскому времени. Сервер симуляции 2. Начало: Санкт-Петербург, Россия. Уточняется. Пункт назначения: Мюнхен. Транзит: Германия. ФОК Logistic Group сосредоточенно приглашать вас на Клевер Конвой в сентябре 2025. Мероприятие состоится в субботу 27 сентября. Это 41-я часть нашей серии мероприятий общественных конвоев каждый месяц. В непринужденной обстановке с хорошим маршрутом. Добро пожаловать, ребята! Еженедельный конвой в северной логистике. Всем привет! Логистик Нортем. Рада приглашать вас на наш event de Сентябрьс. Захватывающее путешествие по дорогам Евротрак Simulator 2. Это мероприятие будет организовано нашей командой Логистик Норте при участии наших партнеров ВТС и нашего мирового сообщества. Ежемесячный конвой ЛСА «Сентябрь». Присоединяйтесь к нам в ЛСА конвой и испытайте удовольствие от поездки по лучшим маршрутам Европы и Америки. Выехав из Дюссельдорфа, мы проедем 853 километра до Дижона. Это ваш шанс насладиться лучшим, что есть в Европе. Логистик Симбиряканс, испаноязычная компания ВТС, основана 11 мая 2016 года. Наша цель — создать уникальное сообщество, в котором мы можем представить нашим водителям наилучшие условия для виртуального вождения грузовиков. Хотите узнать нас получше? Почему бы не прокатиться с нами в одном из наших общественных автопробегов? Дата: воскресенье, сентябрь 2025 года. Время отправления: 21:00 по Гринвичу. Время отправления: 22:00 по Гринвичу. Место встречи: Дюссельдорф. Пункт назначения: Дижон. DLC Дозресовой, Франция. Сервер ЛСА ежемесячный конвой. Конвой Nexon Logistic, сентябрь, АТС номер 60. Мы рады пригласить вас на наш 60-й автопробег на Nexon Logistic в сентябре. И для нас будет честь увидеть вас на этом особенном мероприятии. Ваше участие очень важно для нас, и мы просим вас отметить свое присутствие, чтобы мы могли обеспечить вам максимально комфортное и запоминающееся участие в автопробеге. В этом месяце мы полностью погрузимся в тему конвой с дорожными материалами. Присоединяйтесь к нам, пока мы доставляем необходимое оборудование и материалы для масштабного строительства автомагистрали. Это тематический конвой с эффектом погружения занимается перевозкой жизненно важных грузов, такие как дорожные катки, дизельное топливо, запчасти для машин, песок, бетонные ограждения и многое другое. Все, что нужно для строительства дорог, по которым мы ездим. Наш маршрут пролегает через оживленные строительные площадки и удаленные грунтовые дороги, демонстрирует, сколько труда вложено в американскую инфраструктуру. Каждая миля, каждый груз, каждый поворот — все это дань уважения невоспетым героям дорожного строительства. Предлагаемый груз: экскаваторы-погрузчики, дорожные катки, экскаваторы, дизельное топливо, запчасти для машин, песок, бетонное ограждение, трубы и другие грузы, связанные с дорожными работами. Мы призываем все ВТС и водителей-одиночек проникнуться этой темой и перевести соответствующие грузы, чтобы сделать конвой более захватывающим и визуально согласованным. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в нашу команду организаторов Nexon Logistic. Ждем вас на мероприятии. Дата: 28 сентября 2025 года. Время встречи: 12:00. Время отправления:
отправление 13:00. Отправление траки. Пункт назначения Хилд. Сервер симуляция. Сентябрьский конвой. Атлант Логистик 2025. Добро пожаловать на сентябрьский автопробег Антай Логистик 2025. С июня 2023 года мы организуем эту увлекательный ежемесячный автопробег, призванный укрепить дух товарищества и единства среди сотрудников нашего автопарка. Мы верим, что благодаря этим мероприятиям мы сможем не только укрепить эмоциональную связь друг с другом, но и совместно улучшить наши профессиональные навыки и способность работать в команде. Мы с нетерпением ждем вашего участия и надеемся, что вам понравится эта страсть и яркий автопробег, так же, как и нам. Вылет 28 сентября 2025 года. Пункт назначения Мадрид. Расстояние Барселона, DLC, Иберия. Время встречи 12:30 по Гринвичу. Время отправления 13:00 по Гринвичу. Управлением конвоем. Да. Сентябрьский конвой. Тракерс ВТС. Приглашаем вас и вашу компанию присоединиться к нашему автопробегу в сентябре и весело провести время вместе с нами. Вы можете присоединиться к нашему серверу Discord, чтобы узнать больше о нашем автопробеге и сообщить нам, что вы будете участвовать. Начальное место Берлин. Место окончания Грац. Дата 28 сентября 2025 года. Время встречи 17:00 по Гринвичу. Время отправления 18:00 по Гринвичу. Сервер событий. DLC отсутствует. Вторая годовщина New Era Logistic. Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать двухлетнюю годовщину New Era Logistic. Это мероприятие посвящено признанию заслуг и преданности дела наших замечательных водителей, которые каждый день поддерживают дух New Era. Давайте дадим должное их вкладу в развитие этого замечательного ВТС. Дата 28 сентября 2025 года. Время встречи 20:00 по южноафриканскому времени, 18:00 по Гринвичу. Время отправления 21:00 по южноафриканскому времени, 19:00 по Гринвичу. Сервер будет определен. Место старта. Штаб-квартира Тракерс МП. Пункт назначения Страсбург, Штайбрюк. Требуется DLC нет. Расстояние примерно 1101 километр. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась. Надеюсь, вам она понравилась. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пайкмейкер. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на наших экранах. Лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.